Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Укилалла, ранг ладья 7. Он написал, что эта каточка будет довольно-таки добротной и интересной, потому что, правильно, перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся, я хочу напомнить, что, ребят, в комментариях есть закрепленное сообщение с конкретной ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу запись. Поэтому что, не стесняемся, переходим по этой записи, по этой ссылочке, смотрим все то, что я там описал. И, ребят, убедительная просьба, проверяйте ваши записи на качество FPS, на качество битрейта, на картинку и тому подобное, чтобы было все четко, прекрасно и отлично. Потому что, на самом деле, так намного комфортнее мне смотреть, и зрителям, соответственно, тоже намного комфортнее смотреть. И еще несколько моментов. Я хочу, во-первых, поблагодарить своих спонсоров, кто оформил спонсорскую подписку, потому что благодаря вам я разблокировал все функции YouTube, которые мне были доступны на текущий момент. Поэтому огромнейшее вам спасибо. А еще теперь на главном экране вы светитесь вот как, знаете, вот спонсоры этого канала, те, кто меня поддерживает. Поэтому всем огромное спасибо, кто оформил спонсоров. Огромнейшее спасибо. А еще, соответственно, будет намного больше эмодзи теперь в спонсорской программе, поэтому в комментариях вы можете отвечать этими эмодзи. Огромнейшее вам спасибо за поддержку. Вот. И еще, ребят, мне от вас нужна ваша помощь в плане того, что мне надо лайки и комментарии, естественно, для того, чтобы ролик продвигался в тренды и рекомендации. Я там уже делаю множество байтов на того, чтобы там сборочку какую-то интересную сделать и тому подобное. Поэтому, ребят, давайте активнее ставим лайки и комментарии. А кто не подписан, то подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а как говорится, губа не дура и до миллиона далеко. Правильно? Правильно. Все, погнали. Погнали погружаться в текущую каточку. Такую небольшую рекламку я сделал. И тоже, ребят, на телегу подписываемся, потому что у меня в Телеграме есть чат комьюнити, я пишу всякие интересные новости и тому подобное, что связанные с игрой, связанные с моей жизнью. Короче, думаю, вы все прекрасно поняли. Все, погнали. Итак, старт у него на самом деле такой хороший. Ему Хускар пришел, на самом деле ранний Хускар это довольно-таки сильно. Я не скажу, что это прям имба, но это сильно. Вот реально это сильно. Особенно если он реализует этого Хускара через волшебников и полных троллей, это будет очень сильно. А если ему ранний Хускар в 2 звезды еще придет, то это будет вдвойне сильно. Почему он такой сильный? Потому что, во-первых, у него есть свой хп-реген. Чем меньше у него хп, тем, соответственно, больше хп-регена. И, соответственно, у него тычка такая добротная. Тут его, конечно, вынес. Ну тут ничья. Ну, ладно. На самом деле, был бы немного другой предмет. Думаю, он бы здесь вынес спокойно. Посмотрим, что он будет здесь делать дальше. Ага, уровень взял. Ну, в принципе, неплохо. Я думал, поменяет сейчас вот этого вот тролля, жреца, но, судя по всему, нет. Судя по всему, не поменяет. Так, оно проверю, запись идет. Запись идет, отлично. А то, знаете, как я уже говорил ранее, у меня был момент, в котором я записывал ролик, а у меня был микрофон полностью выключен. Почему? Потому что у меня кошка каким-то образом его выключила. Каким образом выключила? Когда успела? Понятия не имею. Ну, ладно. Все, ребята, я понял. Он будет играть здесь через тролля Берсерка, 5-го тира, который. Ну что ж, желаю ему удачи. Я вот в предыдущем своем ролике про MLBista показывал реализацию, ну, скажем так, тугую реализацию. Ну, кто не видел, то посмотрите эту реализацию. Один чувак даже уже ливнул от счастья, судя по всему. Ну, короче, по предыдущему ролику, что я хочу добавить, это то, что Primal Beast это мусорный герой, и реализовывать его с кем-то, я даже не знаю, с кем его реализовать. Просто мусорный герой. Возможно, если убрать ему ману, он будет классный, а так хрень полнейшая. Хрень полнейшая. А еще хочу, кстати, сказать некоторые новости. Ну, ролик выйдет в 6 часов вечера, но сегодня я еду сдавать анализы, и я надеюсь, что с моими анализами будет все прекрасно, и я не буду, наконец-то, соблюдать вот эту вот диету и пить тонну лекарств. Надеюсь. Вот просто, ребят, держите все за меня кулачки. Держите. Я надеюсь. Кто вдруг не знает, напомню, у меня проблемы с печенью, с желчным, и витамина D3 не хватало. А еще у меня был дерматит на лице. Вот. Я надеюсь, что сегодня мне скажешь: Саня, все в порядке. И я такой: да. Ачивка разблокирована, можно есть все подряд. Сколько хочу, когда захочу. Хоть объешься от края до края. Кто-то скажет: Саня, куда тебе еще хавать? Ты себя видел? Ну, у него пока что все хорошо. Ух ты. Баф людей. Отлично. Да, правильно. И тролля меня. Не, ну зачем? Абадончик хороший. Поставь Абадончика обратно. Абадончик классная тема.
Лучше намного, чем вот этот вот жрец. Жрец-тролль. Не-не. Ладно, хозяин-барин, хозяин-барин. Но я бы на самом деле поставил бы вместо этого тролля, поставил бы Абадона. Абадон поприятнее выглядит. Намного поприятнее. Все-таки, как-никак, это магический урон плюс щит. Ладно, что ж. Хозяин-барин, хозяин-барин. На самом деле, мне сейчас даже добавить нечего. Хотя... Ой, хорошо. Ой, хорошо. Как же сейчас отлично все получилось. Я бы, наверное, даже на его месте попробовал бы вот этот предмет первого тира посох, который дает 15% магического дамага. Я бы попробовал его рольнуть. Типа, ну, такой себе предмет. Типа, ну, не сильно важный. Блин, как ему хорошо тролли идут со старта. Ну, жрецов берет. Немножко не понимать. Кстати, ребят, кто вдруг хочет вернуть старый интерфейс, то там в настройках есть интерактивные таблички или что-то типа того, возвращают старый интерфейс игры. Поэтому имейте в виду. Имейте это в виду. Либо же напишите в чат комьюнити моего телеграм-канала, вам подскажут, где там что поменять. Там где-то видос даже делали. Там у чувака уже Doom. Нормас, нормас. На самом деле очень много денег потратил на лишние фигуры сейчас. Типа у него сейчас есть Абадон, есть жрец. Жрец нежить, его можно продать, получить за это 5 монеточек и выйти уже в 10 монеточек. Ну ладно. Возможно, он хочет через Лустрик стартануть, не знаю. Хорош. На мгновение мне показалось, что там Абадон ему придет. Ой, Абадон, Омник пришел. Это было бы круто. А вот сейчас продает. А мог бы чуть-чуть раньше это сделать и, соответственно, выйти в 10 монет. Ну ладно. 9 раунд, 10 монет, 90 хп, это, в принципе, шикарно. На 10 раунде у него будет примерно 20 монет, ну, приблизительно. Что-то там 16 монет плюс-минус у него будет. Если ему ранний Хускар еще придет, будет вообще шикардос. Кстати, боевого пропуска у него нет. Я что-то думал, что у него есть боевой пропуск. Смотрю, галочек нету возле ника. И только думаю, так, не понял. Не понял. Где галочки? А боевого пропуска у него нету. Ну ладно. Ну ладно. Это чел, который ливнул его. Пришел ему сейчас. Интересно, что он ливнул? Не, ну хорошо, что ранний бафли. Котел. Но стенки тогда не будет. Но на самом деле эта стенка ему особо и не нужна. Не, поставь магов. Чё нет? Магов же может реально поставить. Баф магов намного приятнее будет. Маги-драконы. Не, ну когда такой ранний котел приходит, это, конечно, круто. Просто на самом деле, я не знаю, в текущем патче играть на магах это то же самое, что подписывать себе смертный приговор. Ну, вот, кстати, на мобах расстановка очень плохая. Очень плохая для мобов расстановка. Надо на самом деле всех делать немножко по-другому. То есть Хускара надо на вторую линию сейчас ставить, вот за волком. А ну вот меняет немножечко. Надо за волком его ставить, чтобы он сразу центрального начал бить. И котла с цемкой поставить чуть, ну, там, где Вич Доктора стоит. Чтобы они сразу начали бить центрального все вместе. Потому что в центральном находится предмет. Вот сейчас Хускар не будет бить. Ай! Минус. Ну вот. А убил бы центрального, то получил бы, соответственно, предмет первого тира. Ну ладно. Что, бывает. Откис от мобов, но бывает. На самом деле, на 10 раунде откисать от мобов это довольно-таки серьезная проблема. Кососкол. Ну, в принципе, неплохой предмет. Не юзай сейчас. Не юзай. Я ж в каждом своем ролике говорю о том, как нужно юзать данные реликвии. У Килала. Плохо слушаешь меня. Ой, плохо слушаешь меня. Он после этого у Килала такой: так, ты меня задолбал. 3-й видос подряд ты мне говоришь, что не делать. Что, точнее, как надо делать, как не надо делать. Отписаться. Минус спонсорка. Да, кто вдруг не знает, это мой самый первый спонсор на канале, кто купил у меня спонсорскую программу. Вот. Не, на самом деле, типа, не надо юзать так реликвию. Ты сейчас просто потеряешь себе несколько раундов. Надо реликвию, вот эту реликвию, как и множество других, надо юзать только в тот момент, когда ты уже уверен в своей победе.
То есть ты видишь, что ты побеждаешь. Все, ты юзаешь реликвию Кососколы, и все, и кайфуешь от игры. Так, решил... Хорошечно. И, кстати, ну, баф мобов... Точнее, баф мобов. Баф мобов. Баф магов надо было бы поставить. Было бы прикольнее. Ну, ладно. Ну, ладно. И так вот сделал сейчас. Пойдет. Пока что пойдет. На самом деле придет ему Хускар 2 звезды. Будет кайфово. Будет кайфово, не то слово. Там у 2 чуваков хороший такой винстрик. Правильно, что предмет обратно вернул. А вот этот предмет отлично передал. Наверное, забыл за этот момент. Но молнию и вот меч короля Артура. Ну да, ребятки, это скилл. Скиллуха неповторимая. Найти антимага на каком? На 5 уровне. Это скиллуха. Учитесь, ребята. У кого нет такого скилла, просто учитесь. Просто учитесь. Там, не знаю, ищите гайды. Умник. Хорош. И 2 инчи, еще плюс бабки. Отлично. Можно, в принципе, вместо котла поставить омника, потому что тебе котел, ну, сейчас сюда никуда не вписывается. Типа, котел это прикольно, но, как по мне, это хрень полнейшая. Ну, конкретно сейчас его сборки, я имею в виду. Типа, его можно скипнуть спокойно. И 2 инчи есть. Это плюс бабки. Просто плюс бабки. Но на самом деле ему надо усиление в виде Хускара 2-звездочного. Будет Хускар 2 звезды, будет приятно. Будет вкусно. Будет вкусно, не то слово. В самом деле играть через тролля 5 вот целенаправленно зачастую это руина. Почему? Потому что, ну, тролль 5, во-первых, может не прийти. Это первое. Второе, если он придет, то вообще шикарно, только тебя могут законтрить всякими там обезоружиями, контролями, короче, много чем могут законтрить. Но если он вам пришел, и у вас все хорошо и все замечательно, то вы будете разваливать, будь здоров. О! Получил табло. Держи усиление. Айрольнул зачем? Вот, кстати, Хускара бери. Ой, Хускара. Фу. Не, Некра возьми. Возьми Некра, поставь себе вместо котла, и у тебя будет баф чернокнижников. Баф чернокнижников дает 20% от хила. Под твоего Хускара это то, что доктор прописал. Если ты уже нацелился играть через троллей, то делай это красиво. Продай котла, купи Некра. Плюс 20% чернокнижники дают от хила. Это сильно. Это очень сильно. Это вкусно. Ну? Миндальная связь. Купи Некра. Купи Некра. 20% от хила дает тебе. Купи Некра и поставь свич доктора. Не получается. Не получается, ребятки. Не получается. Ну, не работает. Не работает. Не работает. Что-то в последнее время миндальная связь меня подводит. Если что, я знаю, как правильно говорится ментальная связь, но миндальная связь намного лучше звучит, правильно? А вот был бы баф чернокнижников, возможно, даже бы затащил. Ой-ой-ой-ой. Не, ну он и так затащит, но все равно. С чернокнижниками было бы намного легче. Ну ладно, будет знать на следующий момент. Кстати, надо взять Рубика и взять морскую волшебницу, на всякий случай. И, ну да, и все. И все. А морскую волшебницу не хочешь из расширенного пула достать, а? И продать котла, чтобы выйти в 40 монет, а? А? Кстати, да, вот, да. Надо грамотную расстановку делать, потому что сейчас, если они все начнут бить Хускара, у тебя минус мейн дамагер будет. И это будет плохо. Но я бы на его месте, конечно, котла бы продал, вышел бы лучше в 40 монет. И сделал бы, как я говорил, 20% бы поставил от чернокнижника. Все-таки это вкусно. Хороший отхил от Омника, под щиток тролля, жреца. Ну тут этот раунд он затащил. Сейчас еще ему маска берсерка упадет, будет вообще шикардос. Но по закону подлости, по закону Архимеда 100% этого не будет. Проверяйте. Мом не слышал. Давай, ролим и не приходит тебе мом. Давай, рандом шмотка. А сейчас баф чернокнижников поставь, да? А ну-ка. Не?
Так ты же баф людей убрал. А, не, баф людей ты оставил. Пу. Так вместо тролля поставь себе алхимика, а? Ну давай. Ну давай. Я чувствую себя, знаете, вот этот вот демон, который на плече сидит, и говорит такой, ну давай, сделай это. А ангел справа такой говорит, не делай этого, не надо. Не надо, будет хуже. Бесполезный предмет. Выкинуть надо. И вообще его надо убрать из второго. Ну, кстати, если что, то молоток не работает на дальние фигуры. Он работает только на ближние фигуры. Ну, на ближнем бое, я имею в виду. То есть у него сейчас это просто useless предмет. Лучше закинуть фигуру ближнего боя. Там может быть с энным шансом, стан будет. С энным шансом может быть стан будет. Думчик, вкусненько, думчик мы берем. Кстати, если он сейчас кому-то собьет винстрик, из тех ребят, у которого есть винстрик, о, это будет такой разрыв. Но без отхила, скорее всего, ему оторвут табло. И у него слишком все фигуры близко стоят. Надо посмотреть, что там за расстановку у того чувака с винстриком 10. И оттолкнуться от его стола. Я бы на его месте, кстати, попробовал бы лучше выйти в 50 монет. Как по мне было бы... Ой, ну да, 50 монет. Продал бы лишние фигуры. А мастерская бума есть? А ну глянь. Если есть мастерская бума... О. Если есть мастерская бума, то не стоит ролить предметы. А в принципе, если нету мастерской бумы, то в принципе можно предмет ролить на 3-й тир. Пойдет. Ах, это не чувак с винстриком. Ну и ладно. Туго пока что идет. Туго, но может даже... Не затащит, к сожалению. Как бы не хотелось. Хотя на самом деле кабанчики второго уровня не ж бьют магическим. Ну, да, не затащил, к сожалению. К сожалению, не затащил. Ну и ладно, ну, бывает, ну Дум идет ему хорошо. Но ему надо баф чернокнижников ставить. Типа сейчас уже баф людей, он как бы еще актуален, но не особо. Можно было бы поставить баф алхимика и 2 думов. Было бы норм. Вместо бафа людей. Все-таки плюс чистый урон, плюс сайленс. Там Гритер 3 звезды. Ну там только Гритер 3 звезды. И так близко не надо ставить людей. Вот не знаю. Слишком близко у него люди стоят. Типа кучно. Как я говорил уже множество раз, и крутилка Акса будет доставать, и шамана лавы будет, соответственно, сайленс доставать, а шаман лавы бьет чистым. Ну, короче, такое. Тут хитрец еще сверху. И миссы. Ой, неприятно. Кстати, вдруг кто не знает, то синергия кунг-фу пробивает щит жреца, вот этого тролля-жреца. С рандом сундука чисто масочка берсерка ему упала. А? Как вам, ребятки? Да надо убирать этих уже баф людей и ставить себе, соответственно, баф чернокнижников. И будет все хорошо. Жалко, понимаю. Ну, жалко у пчелки. Ладно. Интересный мув. Но баф алхимиков не ставят. Но на самом деле, вот ну, на таком раунде вроде бы, как ты уже понимаешь, что у тебя... А может, кстати, баф троллей фуловый поставить? Может же? Да, может. Может поставить фуловый баф троллей. Спокойно. Просто ставить себе вместо дума всех, и у него будет баф троллей сверху. Я так понимаю, он не хочет пока что делать такой баф троллей фуловый. Хотя может. Спокойно может. Вот сейчас дело пойдет. Вот сейчас дело пойдет. Хорошенько пойдет. О, усиление. Сюда. Все, 5 троллей. Давай. 2 волшебников ставь. Только... Да. Пока что так. Потому что алхимик дает тебе баф чернокнижников, а баф чернокнижников это то, что доктор подписал. А теперь, кстати, ему бы еще и гримтача сверху, было бы вообще просто замечательно. Потому что у него под гримтачей есть Вич-доктор, у него есть тролль Хекс. И все будет шикарно. Но как я в триллион раз говорил, расстановка мне вообще не нравится. Типа, сейчас ок,
Но вот на 10-м раунде был не ок. Ай, хорошо. Надо гримтач. Так, что по реликвиям? Что у нас в реликвии есть? Ну, без антимага никуда, да. Так, ой, хороший, кстати, реликвии. Можно попробовать, хотя у него хп не так много. Можно было бы попробовать поюзать это манго. Но хп у него, к сожалению, не так много. Поэтому, в принципе, он может... Ну, ладно. Ему просто эту реликвию надо будет грамотно юзать. То есть ему нужна победа, проигрыш, победа, проигрыш, победа, проигрыш. Не, ну, да, ну ладно. Типа, я понимаю, что алхимик, антимаг это имба. Но... Ну ладно, отхил у него какой-никакой есть с маски второго тира. Но антимаг все-таки, да, действительно имба. Ему нужен уровень. Нужно целенаправленно идти в уровень. А тут, кстати, неважно, манго есть, нету, потому что он в любом случае выиграл этот раунд. Ему следующий раунд нужно в любом случае проигрывать, чтобы манго юзать. Кстати, два типа, которые играли на винстрике, теперь играют сейчас на лустрике. У одного 3 лустрик, у второго 4 лустрик. Нормально там типочки поиграли. Нет смысла. Ну ладно. Мне показалось на мгновение, что там хитрец 2 звезды. Короче, есть смысл юзать манго, если ты ее делаешь грамотно. То есть тебе надо победа, проигрыш, победа, проигрыш. И чтобы не запутаться, у тебя там есть справа в нижнем углу... А, ну он проиграл как раз раунд, отлично. Ну, конечно, ну, не совсем отлично, но в принципе пойдет. В принципе пойдет, сейчас манго получит. Он, как знаете, как в воду глядел, что проиграет сейчас раунд. Угу. Так, манго получил. 7 экспы получил молодой. Ого! Это, если что, 7 экспы плюс 7 монет ему еще сверху дало. Ему сейчас надо выиграть этот раунд. Выиграет этот раунд, получит плюс еще манго. Шикардос. Сейчас поставит алхимика, у него будет плюс баф этих самых. Плюс баф чернокнижника будет вообще шикардос. Так, станчик сразу от этого от антимага. Так, ну антимаг не имба. Блин, у Килала, который раз говорю. Не, логи боя. Только хотел о них сказать. Логи боя верни. Сейчас он победил, кстати. Победоносец. Сейчас манго получит. Кунг-фу. Ну, под фулл троллями, кстати, возможно, и будет в кунг-фу работать. Но, как по мне, такое себе. Плюс манго. Плюс 5 экспы, плюс 5 монет. Хорош. 2 алхимика ставь. Ну, либо Манки Кинга. Неплохо будет. Будет накидывать свою палку. Если бы он еще был в 2 звезды, то вообще было бы шикарно. И что сделал? Нет, так тогда 10-й надо. Так не будет работать. Так не будет работать. Ну, тогда алхимика поставь, чтобы вместо одного тролля было. Что-то с чем-то сделал, непонятное. Ну, не имба. Манки Кинг не имба. Логи боя. О, 8000. Напоследок открыл. Оу май гарбл. 23 раунд. Тролль пятерочка. Что происходит в этой игре? Обалдеть. Тролль пятерочка. Как ты это сделал? Кому ты молился, что тебе упал тролль пятерка? Кому? О, хорошо. Вместо Хикса поставил. Ну, можно было бы поставить вместо тролля-жреца. Хотя тролль-жрец, на самом деле, дает свой щиток. И этот щиток довольно-таки много сейвит. Да ну куда ты перекинул? Ну верни обратно. Ну я хочу логи боя посмотреть. Урончик, все дела. Ну. Винстрик, кстати, сбил чучку. Ну, что-то подобие Винстрика. Но сбил. Так, Бэтрайдера продал. В принципе, плевать на этого Бэтрайдера.
У него почти 10 уже, обалдеть. Но манга, к сожалению, не реализуется никак. Ну и ладно. Ну и ладно, сильно-то и хотелось. Интересно, что ему еще за предмет 3-го тира упадет? Не, кунг-фу это прикольная тема под троллями, но довольно-таки слабоватая. Сейчас расплитится. А не, нормально, все в одного полетели из-за того, что у него жрица эльфийская стоит. Так бы они расплитились, и была возможность, что он мог бы не затащить этот раунд. О, зеркало хорош. Зеркало имба. Работает как на антимага, так и на тролля 5. А, выходит из инкама, в принципе, окей. Нормально. Нормальное решение. Ну, на манки Гига тоже, в принципе, неплохо смотрится. Но я бы, на самом деле, лучше бы закидывал в тролля 5 все эти предметы. Как по мне, тролль 5 бы сейчас был намного актуальнее. Как по мне. Ну, хозяин-барин, хозяин-барин. В который раз говорю. Расстановка такая. Хусик в первой линии. Ну. А что ты хочешь с 4-го тира найти? Если искать, то 5-го тира. Ну так вот можно, кстати. Почему нет? Аганим неплохо будет смотреть. Куда маску-то 2-го тира? Ну, блин. А могла маска 2-го тира тебе... Ой, короче, могла маска 5-го тира тебе не упасть. И чтоб ты потом делал? Вот это его там рыжий лис просто сбрил. Логи урона не показываешь. Логи урона не показываешь. Плохо. Плюс манга, плюс 5 экспы, плюс 5 монет. Сейчас, если раунд выиграет, то получит еще денежек сверху. Ну, блин, серьезно, типа вот так вот маску 2-го тира лучше иногда ну, не ролить. Тебе в тупую может не упасть то, что ты хочешь. А вот если бы сейчас реально маска 5-го тира бы не упала, что бы ты не сделал? Отхила бы не было никакого, так как ты играешь через немного другой билд. Ну, типа, кунг-фу это прикольная тема, но я бы лучше вот тролля бы сейчас керил. МК в 2 звезды уже может там пилить хорошо. Ваншот это всегда приятно, всегда вкусно. Ладно. Если тролль в 2 звезды будет, вообще шикардос будет. Угу. Теперь такое решение. Надо пандочку убираем, пандочку продаем. Или не хочешь пока пандочку продавать? Манго. Плюс 5 экспы, плюс 5 монет, хорош. Так, ну надо же керри предметы передать сейчас. Ага. Тролля или, ну, или в алхимика тоже пойдет. В принципе, на самом деле, алхимика же бафнули в этом патче. Алхимик сейчас неплохой. Даже в 2 звезды он теперь хорош. У него там скорость атаки 0.55 становится, а было раньше 0.6. На 3-м уровне все без изменений остается. Поэтому 2-й уровень обафнули. 1-й и 2-й уровень бафнули. Пошел, пошел на разгон. Давай, давай. Надо логи боя. Без логов боя не то. Там вообще уникальный тип играет через глиттера. Обалдеть. Не, ну антимаг это классика. Все, тупо кунг-фу такой. Так, антимаг 2 звезды пришел, продаю кунг-фу. Ну, может даже сейчас спокойно брать и керить себе этого антимага. Без зазрения совести. Рвать и метать всех.
Но плохо, что очень редко ты смотришь, что противники собирают. Очень плохо. Надо намного чаще чекать вот своих противников, потому что они могут там какую-то контру тебе собирать и тому подобное. Надо смотреть своих противников, надо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не, не, просто, ну... Стоит ли мне что-то еще говорить? Я думаю, нет. Вот 9 охотников, кстати. 9 охотников... 9 охотников могут устроить поплаву. Так, заобузил инчу плюс бабки. Сделать себе духа пятерочку в 2 звезды будет тоже круто. Если что, то скилл антимага триггерит духа пятерку. Это тоже крутая тема. Ну, зеркало мог бы отдать и в тролля пятерочку. Тоже норм было бы. Ну, не знаю, насколько это в действительности сейчас было актуально поставить. Но пусть будет. В принципе, пусть будет. Плюс баф воинов еще сверху немного. Ну, короче, нормас. Что там по реликвиям? О, ну, да. Хаотичный договор. О, тролль. Надо еще одного тролля. Ну, это жизненная жизнь. Ребят, мета есть мета. Антимаг и есть антимаг. Ну, мало кто будет играть на мужика без всяких вот этих вот антимагов и тому подобное. Мало кто будет. Антимаг, ну, это реально самый сломанный герой вот во всех патчах. Антимаг плюс Манки Кинг. Это два сломанных героя. Причем антимаг намного сломаннее, чем Манки Кинг. Именно в начальных раундах, тогда же в конце раундах он тоже очень сломанный герой. А Манки Кинг, он еще сломаннее, если ты его особенно в 3 звезды собрал. Потому что он будет тебя держать в вечном долбанном стане. И делай, что хочешь. Молись всем богам, но тебе это не поможет. Джаггер в 3 звезды вообще плевать сейчас на него будет. Вот тут чел, который играет через кунфу, вот это вот будет не плевать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. От пути. Оух. Один взрыв. Половину толпы сбрил. Но... это может... Давай. Не поможет, не. Не подпустили его охотники. К сожалению. Давай, тролль пятерка. Интересно, для чего держишь волшебников? Дух пятерка хороший персонаж. О, все, продал. Давай яйцо. О, да. О, да. Вот это сейчас будет мощь. Но, откровенно говоря, антимаг может нанести сейчас намного больше урона, чем тролль пятерочка. Но просто он против охотников может быть получше сыграть, потому что там сейчас будет работать как и волшебное зеркало, пассивочка, так и, соответственно, просто пассивочка может работать. Так вот, смотрите, чпуньк, ну тут, ну вот тут антимаг вообще, тут не имба антимаг, не. Хотя там рыжий лис 12 тысяч урона нанес, прикиньте. Надо немного расстановку поменять, потому что там чел очень жестко душит своим рыжим лисом. Очень жестко. Из-за того, что он всех кучно поставил, рыжий лис знает, в кого лететь. Сделал бы он немного их рассредоточеннее, то было бы намного лучше. Потому что тогда бы рыжий лис не кидал бы сразу в свою толпу весь свой дамаг. Так бы он мог закинуть в кого-то там не в кучную и тому подобное. Было бы все хорошо. Надо расстановку поменять. Расстановка плохая максимально. Ну, кунфуист есть, кунфуист. Кунфуист сильный. Только там чел волшебное зеркало не оставил почему-то Манки Кинга. Интересно. Мог бы закинуть свое волшебное зеркало в Манки Кинга, было бы пожестче. Все-таки
Как я уже ранее сказал, то волшебное зеркало работает на все. То есть на антимага, на Манки Кинга, на тролля пятерку, ну, все. О, пошел. То, что я говорил. Тролль пятерка может намного лучше быть, чем антимаг сейчас против охотника. Так, -1 уже там. У него сейчас будет битва с челиком кунфуистом. Мьёльнир был. Было бы прикольно щит 5-го тира найти, либо Мьёльнир. Либо вообще бессмертие. Рапира то само собой, но рапира просто у него нет никаких сейф предметов. Рапиру могут у него выбить легко. Не-не-не-не-не-не. Ну, БКБ типа да, но не. БКБ такое себе. О, щит пятерочка. Хорош, давай щит пятерочку. Имбовый щит бери. Хорош. Все, имбовый щит есть. Ну, как по мне, немного поспешил все-таки с предметами. Немного поспешил. Хотя, на самом деле, щит пятерка сейчас будет отличная тема, потому что он будет возвращать и синергию кунг-фу, и все остальное. Плюс хилиться будет. Ну, либо вот так. Антимаг не имба. Не, ни грамма. Ни грамма антимаг не имба. Не. Там, кстати, охотник вынес кунфуиста. Прикольчик. Так, Укилала, когда будешь скидывать следующие реплеи, показывай логи боя. Логи урона показывай. Чтобы можно было увидеть, насколько троллит пятерочка импактует в 2 звезды по сравнению с антимагом в некоторых моментах. И, ну, мало чекаешь синергии противников. Мало. И предметы противников не чекаешь почти. Интересно, что ему сейчас за предметы упадут. Надеюсь, что-нибудь полезненькое. МКБ было бы неплохим предметом. Щиток, кстати, неплохой, но у него есть щит 5-го тира, поэтому хрень полнейшая. Роба королевская, да, но нет. Роба королевская хрень. Ну и на самом деле вот этот щит пятерочка, который у меня сейчас упал, ну я имею в виду 3-го тира, который дает теперь и броню, и баф на блокирование урона. Ну такая себе тема, потому что у него есть щит 5-го тира. Так что такое. Так что такое. Так, чекает противника, но не чекает предметы. Окей. Самое главное, у него на самом деле есть щит 5-го тира. Это очень сильный предмет. Сейчас он еще и духа 5-го тира найдет, и будет шикарно. Будет хорошо стакаться. С антимагом совсем. Кстати, антимагу вот надо было под Тайда бы ставить, чтобы Тайд не смог закасить свою ультуху. Ну, МКБ хорошая тема. Плюс скорость атаки, плюс точность. Миссов никаких нет. Шикардос. Ну, нормально тролль накидал сейчас движа. Там, кстати, 4 хп осталось у охотника. В самом деле, вот этот тролль пятерка довольно-таки легко контрится. Элементарно, контрольная без руш и тому подобное, и все. И тролль пятерка чилит. Так, ну что, время на самом деле поэкономить по деньгам, правильно, поинкамить. Надо же ничего покупать. Время пришло. Время пришло. Но у него хорошие предметы на этого тролля, очень. Очень хорошие предметы. Маска 5-го тира, МКБ, щит 5-го тира. Все то, что доктор прописал. Тут тоже челик какой-то странный. Нет, чтобы поставить себе 6 зверей, он ставит себе 4 зверя. Хотя 6 зверей было бы получше. Но он там играет через хитреца, поэтому такое. Сейчас антимаг. Взрыв! А, тут пятерку уже жду. О! Опа! Цепочечка. Ну, цепочечку можно и скипнуть, хотя... Какой предмет он будет? Ну, типа, что он будет скипать? На предмет 3-го... Но теперь он полностью упакованный.
Цепочку может отдать антимагу, там, не знаю. И антимага сейчас просто поставить под трентуху, чтобы антимаг подхиливал жестко. А лучше даже под пивную панду. Да, под пивную панду, потому что там будет 100% по нему попадать. Потому что Трент это эльф, может не попадать по нему. И прикиньте, чел играет на хитреце с такими предметами, когда у него есть Манки Кинг. Ну, нормально? Нормально, адекватно. Мне бы таких противников. Мне редко такие противники попадаются. У него такие предметы, и он керит хитреца. Ну это гений. У него хитрец бьет со способности, он керит хитреца. Ну дурак. Ну вот сейчас бы он Манки Кинга бы закинул эти предметы, он бы снес ему очень много. Он бы его тупо даже с подстана не выпустил бы. Ой, короче. Да, чел сразу видно играет умом. Сразу видно, знает, как работает Манки Кинг и тому подобное. Мне больно на это смотреть. Но от духа пятерку, кстати, я бы назад ставил. Потому что от духа пятерки у тебя же там тоже срабатывает тычка. Это больно. Ну и тролля, кстати, впритык ставить, так это серьезное решение. Я бы не ставил так его впритык. Опасно, опасно. Ему, конечно, здесь 2 ваншота не прилетит, но все же. Опасно. Может быть очень неприятно, если 2 ваншота прилетит. Хотя не щит 5-го тира, чему бояться. Он тут порвал его. Нет, там чел гений. Там, ну, непризнанный гений чел. Просто непризнанный гений чел. С такими предметами керить хитреца. Гений. Керить Манки Кинга? Нет. Керить хитреца? Да. Да, да, это жестко. Ну, красивая игра. Очень красивая игра. Были некоторые моменты, которые, ну, вот мне вообще непонятны. Ну, это такое. Но на хитреца прям смотришь, аж больно становится. Аж больно становится. Ну, что ж. В течение игры назвал некоторые моменты. Думать для себя что-то подметил насчет своей игры и тому подобное. Вот. А также, ребята, что думаете вы по поводу этой катки? Вы напишите в комментариях. И не забываем поддерживать меня своим лайком. И также комментарий от 3 слов просто так, даже если вы ничего не думаете по поводу этой катки. Правильно? Правильно. И тот, кто не подписан на меня, соответственно, подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. И не забываем, есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!